Сейчас в публичном поле идут две очень важные дискуссии. К одной из них про 90-е мы присоединимся попозже. А пока нужно поговорить о куда более важной. Что нам делать после Путина? Как будут выглядеть первые 100 дней с его ухода? И удастся ли что-то изменить, или система останется такой же? Наше гигантское преимущество в том, что разговор о будущем в нашем случае не абстракция и не фантазия. Когда мы говорим о России после Путина, мы знаем, это после обязательно наступит. Перед нами не тоталитарная машина, которая умеет сама себя воспроизводить. Перед нами мужчина, который родился в середине прошлого века и весь свой режим жестко зациклил на себе. Сделал он это совершенно нарочно. Невозможно обеспечить персональное правление, не став основной шестеренкой, без которой развалится весь механизм. Чтобы тебя нельзя было заменить, ты должен стать незаменимым. Мы об этом уже много раз говорили и не будем тут повторяться. Напомним только базовый вывод. Путинский режим может закончиться раньше, чем умрет Путин, но не может позже. А перед нами мужчина на 8-м десятке лет, и все им построенное он унесет с собой в могилу. Именно этот простой факт делает наши разговоры с вами о будущем не праздными мечтаниями. Конечно, хочется увидеть такое будущее через год, а не через 15 лет. Хочется, чтобы Путин успел погубить поменьше людей, чтобы осталось побольше нормальности, чтобы не успело вырасти целое поколение на разговорах о важном. Но даже если конец режима наступит не в ближайшие пару лет, он все равно наступит позже. Это вопрос времени. Но прежде чем обсуждать то, что нужно будет сделать, сперва стоит поговорить о том, что навсегда изменилось за последние 2 года, с чем потом придется иметь дело при любых реформах. Нам придется иметь дело с критично большим уровнем насилия, чем мы когда-либо видели. И ситуацию навряд ли можно будет сравнить с тем, что было в 90-е, скорее с тем положением вещей, которое сложилось в России сразу после революции 1917 года. Дело не только в сотнях тысяч вернувшихся с войны, кто в условиях мирной жизни найдет себе место лишь в рядах многочисленных ОПГ, не только в освобожденных для войны зэках, кто обязательно вернется к прежнему промыслу. Дело еще в том, что за эти 2 года в самых разных статусах и разном правовом положении у нас в стране возникло бесчетное множество военизированных организаций. До позапрошлого года на территории России был только один человек собственной армии – Рамзан Кадыров. Был еще Пригожин, но его наемники орудовали далеко за пределами России. Но чтобы в легком доступе под рукой были тысячи головорезов, это было только у Кадырова. Теперь все не так. Теперь собственная ЧВК есть вообще у каждого статусного актора. Они есть у крупнейших госкомпаний, у «Газпрома» и РЖД, например. Они есть у ключевых олигархов. Свои батальоны есть у регионов. Ни одна из них не сравнима по масштабам с Вагнером. В основном это именно ЧВК в классическом смысле слова. Проще говоря, военизированная охрана. Но сути дела это не меняет. У всех, кто начнет борьбу за власть с уходом Путина, теперь есть собственные солдаты. Кровавый передел был невозможен в России 2 года назад. Для кровавого передела нужны люди, готовые пролить кровь, причем нужны в большем количестве, чем способна переварить правоохранительная машина. Теперь для такого передела есть все. Есть прорва бесконтрольного оружия. Напомню, что в Крокусе людей расстреливали новейшими армейскими автоматами. Есть военизированные организации. Есть масса людей, которые эти организации могут пополнить и которые знают, как оружием пользоваться. Сейчас сложно себе представить сражение Сечина и Миллера на ближних подступах к Москве. Но поход наемников на бронетехнике в столицу тоже как-то сложно было себе представить до того, как он случился. А вопрос о власти среди путинского окружения с его уходом станет вопросом жизни и смерти. И надо думать, решать они его будут безо всяких сантиментов и сомнений, используя все доступные ресурсы. Неважно, как мы к этому относимся, мы просто должны признать объективную реальность. Шансы на бескровный транзит и на безопасную жизнь в стране, где даже мигранты могут достать армейское оружие, теперь не очень высоки. И эта проблема не будет относиться лишь к конкретному периоду, она будет с нами, пока мы живы. Люди, пережившие войну, никуда от нас не денутся. Дети, выросшие в их семьях, на Луну не улетят. Люди, по судьбе которых эта война проехалась, которые захотят реванша, составляют теперь заметную часть нашего общества и избирателей. Сегодняшний ресентимент по СССР даже и не ресентимент никакой,
а ностальгия пожилых людей о вкусном мороженом. Но у тех, кого государство отправило воевать, чьих близких оно отправило воевать, чтобы те в итоге выяснили, что они занимались никому не нужной кровавой херней, у таких людей будет вполне настоящий ресентимент, настоящая ненависть. Что с этим делать? Непонятно. Гораздо проще, дешевле и быстрее приучить общество к насилию, чем обратить этот процесс вспять. Все-таки сейчас, когда следователь уже на первом допросе вербует задержанного в армию, когда каждый мелкий уголовник, размышляя, не пристукнуть ли ему старушку по соседству, чтобы добыть деньги на опохмел, знает, что при наихудшем раскладе ему грозит отправка на фронт, еще и с большим окладом. Когда такое уже стало реальностью, открутить все назад будет очень непросто. Нельзя просто выйти и сказать: граждане, у нас тут закончилось временное государственное помешательство. Отныне у нас все снова, как у настоящих стран. За преступление мы наказываем, а если судья сказал, что за убийство вам положено 15 лет сидеть в тюрьме, то столько вы и отсидите. Это все теперь снова не шутка. Грабить, убивать и насиловать теперь снова нельзя. Точнее, сказать-то так можно, но куда сложнее убедить, что это всерьез. Уже 2 года государство систематически поощряет худшие проявления человеческой натуры. Государство перевернуло мораль, поставило ее вверх ногами. Убийцы получают медали и ходят по школам с лекциями. Такая практика не пройдет бесследно, она нам аукнется. Не часто так бывает, что кто-то настолько сходит с ума, что опасное для общества поведение признает желательным. Знаем мы всякие режимы, но сходу прям даже и не вспомнишь, кому в дурную башку приходила идея глорифицировать преступников. Это все темная сторона. Путина мы из организма чуть раньше или чуть позже выведем. Но это, как в случае с реабилитацией наркозависимых. Ущерб никуда не денется, организм страны уже отравлен. Есть среди всей этой тьмы и светлая сторона. Она в том, что мы точно знаем, избавление от Путина не вызовет никакого протеста и возмущения. Да, конечно, 87% виртуальных граждан России проголосовали за Путина 17 марта 2024 года. Но 24 июня 2023 года Евгений Пригожин провел независимое репрезентативное социологическое исследование. Гражданам России был задан вопрос: что они будут делать, если кучка уголовников на танках решит повесить Путина на фонаре? 99% граждан бросились обновлять ленту, желая первыми узнать, за какую именно часть тела повесят Путина на фонаре. Еще 1% из числа самых преданных силовиков, пропагандистов, верных пехотинцев и прочих эффективных менеджеров просто затаились от греха подальше. Помните, плавали по Волге на теплоходе. Режимы типа нашего годами внушают людям, что те бессильны, навязывают пассивность. От граждан не ждут никакой активной поддержки. От них ждут молчаливого принятия любого положения вещей, спущенного сверху. Еще вчера любое дурное слово о замминистра обороны было бы расценено по меньшей мере как дискредитация, а скорее как распространение фейков о вооруженных силах России. А сегодня оказывается, что он казнокрад и изменник. И ни у кого это не вызвало никакого внутреннего возмущения. Дескать, ну как же так вышло, что такой нехороший человек столько лет по правую руку от Шойгу сидел? Все, начиная от самого главного оппозиционера и заканчивая самым лояльным директором школы, радостно рисующим выборы, знают: российское начальство тащит все, что не приколочено. Все знают, что на Путине и его окружении клейма негде ставить. Все принимают произошедшее как есть. Это даже коррупционным скандалом не назовешь, ведь никто ни с кем не скандалит. Никого не смущает, что человек с генеральской звездой стоит в судебном аквариуме. Даже в сталинском СССР, чтобы свалить чиновника такого ранга, пропаганда должна была попотеть и в красках описать, как он готовил покушение на товарища Сталина. У нас же все само собой разумеется, все они там одним миром мазаны. В случае с Путиным будет так же. Новость о том, что Путина больше нет, причем неважно, как именно нет, умер, посажен, работает с документами на даче. Такая новость будет с одинаковым безразличием принята всеми гражданами безотносительно их политических взглядов. Ну, кроме тех, кто искренне порадуется. Я даже не скажу, что кто-то выйдет с одиночным пикетом в защиту Путина, если того посадят или он куда-то пропадет. Нет, даже просто публично сказанных о Путине добрых слов будет столько же, сколько о посаженном сейчас замминистра. В этом сила нашей политической культуры. Лидеры в ней растворяются без следа. Причем, чем дольше они сидели, чем больше сил вложили в пропаганду и строительство собственного культа личности,
тем выше вероятность, что в эпоху сразу после них ими детей будут пугать. Возможно, мы недооцениваем, насколько это соображение толкает наших стариков-разбойников творить всякое душегубство. Они же своими глазами видели, в какое небытие падают бывшие вожди и генсеки, как быстро их памятники сносят, а тела вынимают из мавзолея. Возможно, им кажется, что хоть и кровавый, но какой-то несмываемый след на земле они таким образом оставят. Но нет, весь виртуальный мир, который они так увлеченно строили, канет в лету вместе с ними. Что останется, так это ассоциации. Все эти опостылевшие разговоры о геополитике, все исторические байки, бесконечные претензии к соседям и обиды на них, вся нетерпимость и ксенофобия очень быстро будут плотно ассоциированы именно с Путиным и его временем. Очень неплохо, что Путин так вцепился в традиционные ценности, что присно его через слово поминают ЛГБТ и необходимость борьбы с этим жутким международным движением. Ведь спустя один цикл возникает жесткая ассоциация между государственной гомофобией и смертоубийствами. Тогда, дескать, тоже говорили о борьбе со всякими пропагандами, а потом мобилизацию объявили и войну смертоубийственную устроили. Именно эта механика нашей политической культуры делает любые реформы, в общем-то, не таким сложным занятием. Все, что будет отрицать Путина, что будет идти поперек проводимой им политики, будет восприниматься обществом на ура. Примирение с развитым миром, отмена репрессивных законов, амнистия, приватизация, сокращение государственного давления и дерегуляция, реформа Конституции, ликвидация должности президента в ее нынешнем виде – все перечисленное будет легко сделать и легко убедить людей это поддержать. Знаете, почему легко? Потому что люди будут против Путина. С точки зрения общества это будет единственное и достаточное качество таких реформ. Когда бессменный глава Москвы Лужков таки сменился на Собянина, последний сразу у многих вызвал надежду и симпатию. Не потому, что симпатию вызывал Собянин сам по себе, а потому что Собянин был не Лужковым. И что Собянин делает, не лужковское. Теперь этого было просто достаточно. Именно поэтому проекты конституционной реформы и любые рассуждения в духе, что мы будем делать в первые 100 дней после Путина, не просто интеллектуальные упражнения, они имеют вполне практический смысл. Ведь именно после Путина, исчезнет он раньше или позже, откроется такое окно возможностей, которого, пожалуй, не было даже в момент распада СССР. Все-таки СССР слишком долго существовал и слишком глубоко пустил корни. Не так просто проводить рыночные реформы в стране, которая о рынке читала только в «Незнайке на Луне». Люди, в которые просто не могут поверить, что коробок спичек в 2 разных магазинах может стоить по-разному. Путинизм нигде не укоренился. Это режим временщиков, которые чувствуют себя временщиками. Лозунг «давайте просто перестанем херней страдать» очень удачный, потому что все еще помнят, каково это не страдать херней. Окно возможностей, которое откроется в момент, когда Путина почему-то не станет, будет очень узким. Вполне вероятно, что оно на самом деле будет измеряться той 100 дней, о которых идет речь сейчас в дискуссиях. Но это будут 100 дней, за которые Россию действительно можно будет изменить. Причем так, как она не менялась за все многострадальные 90-е, о которых сейчас идет столько дискуссий. В этот процесс нам с вами хорошо бы будет вмешаться. Чем больше нас к тому времени будет, чем мы будем более едины и организованы, чем меньше будем отвлекаться на внутренние разборки, тем будет лучше. До завтра.